Добрый день! Сегодня мы на канале одного из крупнейших поставщиков запчастей в Республике Беларусь, компания «АвтоСтронг». Если что, у нас есть доставка и склады в СНГ и Европе. Соответственно, на данном канале мы будем вам рассказывать много всяких ништячков про БУ запчасти, то есть про моторы, дефектовку моторов, про подвеску и так далее. Сегодня наш пилотный выпуск мы решили начать вот с этого красавца. 651 мотора Mercedes. По факту у компании «АвтоСтронг» есть клиент на этот мотор, но ему надо не мотор, а только коленвал и шатуны. Поэтому мы и решили разобрать этот дорогостоящий мотор и дефектовать его полностью. Собственно, сейчас мы приступим к разборке. Александр сейчас начнет потихонечку его разбирать, ну а мы немножко поговорим про этот мотор. То есть этот мотор 2008 года. Соответственно, куда он только не ставился. На спринтера, на Е-класс, на С-класс, даже, по-моему, на МЛ-класс ставился. Беда этого мотора заключается в его интеллектуальном масляном насосе. То есть у него изнашивается пружинка клапанного регулятора. Соответственно, давление масла падает и получается масляное голодание. Ну и по факту мотор клинит. А теперь эту всю ситуацию объясняем на пальцах. Значит, масло идет с маслозаборника, потом идет на маслонасос, соответственно, на фильтр, и потом масляная магистраль раздваивается, и одна часть идет на турбины, на смазывание картриджей турбин, а вторая магистраль идет на смазку двигателя всего. Соответственно, когда падает давление, то колени, которые дальше всего от насоса, испытывают масляное голодание. Значит, ну, это получается третье у нас и четвертое. Из-за всей этой ситуации проворачиваются вкладыши из-за отсутствия давления, из-за масляного голодания, и мотор начинает стучать. Вот здесь вот немного навесного оборудования, и сейчас в данном случае мы покажем вам состояние турбин. Посмотрим сюда поближе. Здесь видно, что нету износа лопаток. Есть вот простой, называется рыночный метод, чтобы можно было оценить состояние турбины. Продольного люфта быть не должно. Мы берем и смотрим, что да, турбина, грубо говоря, не шарахается, да, а поперечный люфт небольшой может быть. Ну, в данном случае все отлично. Рыночный способ номер два, как посмотреть, как с мотором обращались. Соответственно, мы просто открываем крышку маслозаливную и смотрим по поводу наличия здесь каких-то отложений и закоксованности. Сейчас мы уже заканчиваем со съемом клапанной крышки и сейчас посмотрим, что у нас внутри. То есть будем дефектовать мотор. Вот мы только что сняли клапанную крышку, и вот то, о чем мы рассказывали по поводу масляного голодания, то есть немножко мотор поголодал, и об этом свидетельствует выработка на кулачках распредвалов. А что касается цепи, да, то натяжение цепи здесь хорошее, поэтому к этому узлу у нас вопросов нет. Ну и износа звезд не видно. Только что мы сняли бугеля, вот, видим, что шейки распредвалов в отличном состоянии, то есть это говорит о том, что давление масла было нормальным, вот, а износ кулачков распредвалов, ну, скорее всего, обусловлен тем, что было либо масло некачественное, либо нечастая его замена. А сейчас сняли бугеля выпускного распредвала, соответственно, протираем и смотрим, что износ шеек фактически отсутствует, что показывает то же самое, что давление масла было хорошим. У нас тут целая барахолка запчастей организовалась. Вот. И то, что интересно мы здесь нашли, вот он, впускной коллектор современного дизеля. То есть он пластиковый. Вот. Если можно посмотреть, весь он покрытый сажей, то есть это выхлопные газы, которые
возвращаются. Есть болячка у этого впускного коллектора, то есть после 300 тысяч он трескается. Ну вот если показать, вот примерно здесь вот и вот здесь вот. И начинается подсос воздуха. И потом, когда машину диагностируют, выдает диагноз кучу ошибок и начинают менять то одно, то второе, то третье, то четвертое. Вот. А проблема-то вот она. Вот, прошло несколько часов, и у нас сейчас один из самых кульминационных моментов. То есть мы сейчас открутили вот эти одноразовые болты, которые держат головку блока. Вот. Мы ее снимаем и заглянем в цилиндры. Основной показатель работоспособности цилиндров это является хон, отсутствие выработки задиров, также отсутствие эллипсности. Также смотрится на ход поршня в цилиндре, должны присутствовать допустимые тепловые зазоры. В данном случае у нас отсутствует хон, видна выработка жирового пояса верхней части, также присутствуют зазоры. Выработка, отсутствие хона, скорее всего, был тепловой прихват. Блок как минимум на проверку, а в лучшем случае просто на выброс. И какой диагноз? Но данный мотор у нас уже проблемный. По первому цилиндру есть уйма проблем. Это, во-первых, ржавчина, во-вторых, отсутствие хона, в-третьих, повело цилиндр, есть тепловые зазоры. Похожая ситуация по всем остальным. Так себе диагноз, но обычно в таких случаях, я так понимаю, мотор возвращает по гарантии, Да, правильно? мотор возвращается, человек ставит, обкатывает его, смотрит состояние мотора. В случае каких-либо проблем он их возвращает и получает обратно свои деньги. Мотор просто удивительный. То есть, если мы ранее видели износ кулачков распредвалов, да, и констатировали от того, ну, что это может произойти от того, что меняли масло либо нечасто, либо оно было некачественным, то, сняв поддон, мы не заметили здесь никаких отложений, закоксовки, стружки и так далее. То есть, чудеса. Даже сетка маслозаборника девственно чистая. Помните, какой мотор был в начале? Сейчас мы уже все практически разобрали. Вот. И единственная часть, которую нам надо посмотреть, это в каком состоянии будет коленвал. Еще одна особенность 651 мотора – это то, что привод ГРМ находится сзади. Соответственно, есть вопросы с его обслуживанием, вернее, с доступом. То есть, если надо заменить цепь ГРМ, то мотор надо снимать. А это повлечет за собой много нормы часов и, соответственно, стоимость ремонта возрастает. Та-да-да-дам! И вот сейчас мы, наконец, посмотрим на наш коленвал. О, Александр, скажите, пожалуйста, пару слов нам про состояние. По наличию последних коренных у нас очень хорошее состояние, нету ни задиров, ни выработки, цвет не изменен, что можно смело сказать, что у нас очень хороший коленвал. То есть, соответственно, наша сегодняшняя разборка была не зря, потому что клиенту, который был на этот мотор, именно надо коленвал. Вот, соответственно, все мы сделали правильно и не зря потратили энное количество часов. Только что мы сняли вкладыш один, вот, он практически как новый, вот, соответственно. В целом можно запаковывать, продавать, то есть нет вообще никаких элементов износа. Следовательно, шейки шатуна также у нас в очень хорошем состоянии, нету опять-таки ни задиров, ни каких-либо визуальных повреждений. Было скольжение на колене, убирались тепло с колена. Вот. Что касаемо распредвалов, это был, скорее всего, плохое качество масла. Распредвал омывается за счет тумана масляного, разбрызгивания самого масла на распредвал, поэтому кулачки у нас получили износ. Все остальное у нас как раз таки, что получает давление от масляного насоса, в хорошем состоянии.
То есть, соответственно, той проблемы, о которой мы вам сегодня рассказывали, у этого мотора не было. Но была другая, потому что масло использования в двигателе было хреновое. Тоже красавец. Завершая дефектовку мотора, мы сейчас оценим состояние поршней. Вот, в целом по поршням нету никаких дефектов, точнее на юбках. Есть небольшой износ, который привел, скорее всего, по тепловому расширению. Это вот видно по небольшому светлому пятну с двух сторон. Но в целом больше не сильно контактировал с гильзой. Была хорошая смазка. Даже вот эти поршня еще имеют какой-то моторесурс. А по блоку это, скорее всего, было просто, возможно, плохое качество самого блока, плюс масляное небольшое голодание, тепловой перегрев и то состояние, скорее всего, что она слишком долго стояла. Мотор просто покрылся ржавчиной, вследствие чего цилиндры получили весь этот износ. Ситуации в жизни бывают разные. Если бы человек купил мотор этот целиком, то процентов 99, что он бы вернул его по гарантии. Но так как клиенту надо был коленвал, шатуны и поршни, то он это и получил в идеальном состоянии. То есть все счастливы, а клиент еще и денег сэкономил. Ну вот, в принципе, и все. Все цели, которые мы сегодня ставили, достигли. Мотор разобрали, клиент доволен, компания довольна и так далее. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и в комментариях пишите, о каких моторах вы бы хотели посмотреть новые видео. Спасибо и пока!